В старом викторианском доме на окраине Портленда воздух всегда казался застылым, будто стены давно перестали впускать свет. Маленькая девочка по имени Элисон, прикованная к коляске после болезни, проводила дни у окна, где когда-то ее мать выращивала любимые пионы. Дом давно потерял тепло. 2 года прошло с тех пор, как мать умерла, и все, что удерживало его живым, был редкий смех старшего брата Йойдена, который исчезал в поездках, пытаясь спасти семейное дело. В его отсутствие домом управляла мачеха, Кейтлин, женщина безупречного вида и ледяного характера. Для окружающих она казалась образцовой хозяйкой, но за закрытыми дверями ее спокойствие превращалось в холодную жестокость. Элисон научилась существовать тихо, как тень, чтобы не слышать слов, которыми Кейтлин разрушала ее уверенность. Девочка верила только брату, и его обещания становились единственным светом. Когда Кейтлин переселила ее в маленькую темную комнату в дальнем крыле, Элисон поняла, что терпение мачехи истощается. Случайно найденный старый планшет стал для нее последней надеждой. Она отправила короткое сообщение бывшей домоправительнице Мередит, и после этого каждое утро ждала ответа. Через несколько дней устройство обнаружило Кейтлин, и страх в доме стал плотнее воздуха. Однажды мачеха вывезла Элисон во влажный заброшенный зимний сад позади дома. Тени там ложились особенно тяжело, и девочка почувствовала, это место выбрано не случайно. Планы Кейтлин рушились, а спешка делала ее опаснее. Но в тот момент, когда угроза была ближе, чем когда-либо, у дома остановилась машина. Звук двери спас Элисон. Мередит вернулась не одна и успела вмешаться. Зимний сад наполнился напряжением, шорохами, голосами. Кейтлин оказалась загнана собственным страхом и отчаянием. Пока мужчина, пришедший с Мередит, удерживал ее, девочка впервые за долгое время почувствовала тепло заботы, когда Мередит опустилась рядом и обняла ее. Через несколько минут в сад ворвался Йойден. Он прибыл раньше, чем планировал, после тревожного сообщения, которое получил от Мередит. Он поднял Элисон на руки так, будто боялся отпустить. Впервые за месяцы девочка почувствовала себя в безопасности. Скорая и полиция уже ждали у ворот. Дом перестал быть домом, а стал просто местом, которое они покидали навсегда. По дороге в город Элисон засыпала на плече брата, будто ее сердце наконец вернулось туда, где его ждали. Когда их машина выехала к огням ночного Портленда, казалось, что зима внутри девочки растворяется. Впереди был долгий путь, но теперь он начинался с тепла, а не страха. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.